Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Один из самых красивых показов второго дня недели высокой моды в Париже – это коллекция Chanel Couture осень-зима 2023-2024, с которой фабрика грез именитого бренда подарила нам новую сказку. Сегодня креативный директор Virginie Viard уверенно работает со знаковыми кодами дома и в очередной раз представляет на подиуме портрет настоящей парижанки. Утонченность и простота, постоянство и красота – таковы главные фразы кутюрье в пресс-релизе к новой модной линейке. Модельер попыталась изобразить эту эстетику так, чтобы точно отразить неповторимые французские стандарты красоты, когда все идеально не идеальное, как вроде бы неуложенные волосы и естественный макияж. Ни для кого не секрет, что стиль парижанок всегда был и остается объектом постоянного восхищения и пристального рассмотрения. Его разбирают на цитаты и пытаются копировать, ему посвящают съемки, коллекции и даже целые фильмы, но пока ни у кого не получалось точно его воспроизвести. Кроме, конечно, французских брендов, которые гораздо лучше и тоньше других чувствуют и понимают своих героинь, где многие часто по совместительству являются их же клиентками. Поэтому неудивительно, что Virginie, недолго думая, решила посвятить кутюрную коллекцию той самой истинной парижанке. Так какая она? По версии дизайнера, главная героиня дома Chanel полна противоречий и контрастов. Как отметила в комментариях к шоу сама Viard, улицы Парижа требуют одновременно изысканности и простоты. Играть с противоположностями и контрастами, с небрежностью и элегантностью – все равно, что стоять на грани между силой и хрупкостью. Мы называем это очарованием. Именно в противоречивости, утверждает дизайнер, кроется настоящий секрет привлекательности парижанки, который понимаешь с первого взгляда, но его так сложно, да что там, практически невозможно передать словами. Например, это сочетание вечернего платья в пол с удобными балетками, плетеная корзина с цветами вместо дорогой сумки, или это слегка растрепанные волосы и минимум макияжа. И, конечно же, много-много твида, который потом передается по наследству. Virginie Viard уверена, частичка современной француженки живет в каждой из нас. Вместе с приглашением на презентацию гости получили свои портреты, будто нарисованные от руки. Подобные изображения, только уже героинь Chanel, заполонили знаменитые сувенирные киоски. Чтобы попасть на шоу, надо было пройти по спуску мимо лавочек букинистов, мимо всех этих пожелтевших от времени романов и увлекательных историй. Модное действо состоялось на набережной под открытым небом. На берегу Сены, с видом на Эйфелеву башню, по булыжной мостовой, которую выкрасили в розовый и лиловый, дефилировали модели. Вот они, беззаботно гуляющие в роскошной одежде и туфлях на каблуке в стиле Мэри Джейн. Причем выглядит это так, словно одеваться в кутюрные наряды, чтобы выгулять собаку или выбрать цветы на рынке, является самой обычной вещью в мире. Получилось все романтично, очень по-парижски, просто и невероятно расслабленно, без высокопарных концепций, шуток или театральных трюков. Даже стартовал показ, казалось бы, традиционных, не похожих на кутюрные образов. Длинное твидовое пальто, красный жакет в стиле милитари, узкие брюки-дудочки, классические костюмы с юбками ниже колен. Мы будто оказались где-то между 60-ми и 80-ми. Но при дальнейшем просмотре коллекции понимаешь, что на подиуме сегодня настоящие произведения искусства под названием «Высокая мода», где любая, пусть и незаметная, вроде бы мелочь, к примеру, поясок, солнцезащитные очки, обычные пуговицы, готовы поспорить за звание ювелирного украшения. Среди ярких моментов стоит отметить ансамбли из твида с окантовкой из светлых шифоновых рюшей, потрясающее сочетание цветочных и кружевных мотивов, наряды с пышной вышивкой, вдохновленные натюрмортами. Еще одежду, словно покрытую золотом или искусно украшенную пайетками, а также финальные платья из нескольких слоев воздушного прозрачного тюля и обязательно завершающий модное шоу аккорд – образ невесты. Неожиданным для собравшейся публики стал заключительный этап показа. Модели прошлись по набережной маленькими группками
или по двое, под ручку, либо держать за руки. Вот так просто и беззаботно гуляя вдоль берегов Сены, как обычные парижанки. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Всем большое спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и не забудьте поделиться видео с друзьями. Всем красоты, только позитивных эмоций и яркого, солнечного настроения!